За окошком уже темнеет, а мамы все нет. Юля, крутя колесики на своей коляске, подъехала к столу, взяла телефон и набрала номер мамы. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Раздался чужой голос. Девочка растерянно смотрела на телефон, затем, вспомнив, что на нем мало денег, выключила. Мама ушла в магазин, а все не возвращалась. Такого никогда не было. Она никогда не уходила надолго, ведь дочь инвалид детства и не могла ходить. Передвигалась на инвалидной коляске, а кроме мамы других родственников не было. Юле уже 7 лет, и она не боялась оставаться одна дома. Но мама всегда говорила, куда ушла и когда вернется. Девочка не могла понять, что случилось. Сегодня она ушла в дальний магазин за продуктами, там дешевле. Мы с мамой туда часто ходили. Он хоть и считается дальним, но до него совсем недалеко. За час можно туда и обратно сходить. Она посмотрела на часы. Уже 4 часа прошло. Есть хочется. Направила свою коляску на кухню, разогрела чайник, достала из холодильника котлету, съела, попила чай. Мамы все не было. Не выдержала. Вновь взяла телефон и набрала номер. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Вновь раздался голос автоответчика. Перебралась на свою кровать, положив телефон под подушку. Свет тоже не стала выключать. Без мамы так страшно. Лежала долго, но все же заснула. Проснулась, когда солнышко заглянуло в окно. Мамина кровать заправлена. «Мама!» — крикнула она в сторону прихожей. В ответ тишина. Взяла телефон, позвонила. В ответ тот же чужой металлический голос. Стало страшно. Из глаз полились слезы. Константин возвращался из кафе. Там каждое утро продавали свежую сдобу. У них с мамой каждое утро начиналось с этого. Она готовила завтрак, а сын ходил в кафе за булочками. Константину уже 30, но он до сих пор не женат. Девушки и женщины просто не обращали на него внимания. Некрасивый, худой, болезненный. Болезни его преследовали с самого рождения. Надо было дорогое лечение, но мама его воспитывала одна. Последний диагноз поставили, когда он уже стал взрослым, объявив, что у него не может быть детей. С тем, что никогда не женится, Костя уже смирился. В траве мелькнул сломанный старый телефон. Телефоны и компьютеры были его увлечением и работой. Он был программистом и блогером. Телефоны у него, конечно, были, и притом самые крутые, но из-за чисто профессионального любопытства он подобрал этот. Телефон был раздавлен, словно по нему проехала машина и отбросила его в сторону. Может, что случилось? Мелькнула мысль, сунул сломанный аппарат в карман. Дома разберусь. После завтрака извлек из найденного телефона симку и вставил в один из своих. Номера на симке принадлежали в основном больнице, пенсионному фонду и другим подобным учреждениям, но первым стоял адрес «Дочка». Немного подумав, позвонил по этому номеру. «Мама!» — раздался радостный детский голос. «Я не мама», — растерянно произнес Костя. «А где мама?» «Не знаю. Я нашел сломанный телефон, переставил симку и позвонил. У меня мама пропала». Раздался плач. Она еще вчера ушла в магазин и не вернулась. «А где твои папа, бабушка?» «Нет у меня ни папы, ни бабушки. У меня только мама». «Тебя как зовут?» Парень понял, что ребенка надо выручать. «Юля». «Меня дядя Костя». «Юля, выйди из квартиры и скажи соседям, что осталась одна».
Я не могу выйти. У меня ножки не ходят. И в соседней квартире никто не живет. Подожди, как это не ходят? Константин совсем растерялся. Я такая родилась. Мама говорит, что надо накопить денежек, и мне сделают операцию. А как ты передвигаешься? На коляске. Юля, ты свой адрес знаешь? Костя приступил к действиям. Да. Я сейчас приеду, и мы найдем твою маму. Он выключил телефон. Нина Антоновна зашла в комнату сына. Костя, что случилось? Мама, я нашел сломанный телефон, поставил симку в один из своих и позвонил. В общем, там маленькая девочка осталась одна в квартире, и она инвалид, а других родственников у нее нет. Я узнал у нее адрес. Поеду, разберусь. Поехали вместе. И женщина стала собираться. Нина Антоновна одна воспитывала сына, который очень часто болел. Она прекрасно представляла, каково одинокой матери с больным ребенком. Сама она сейчас на пенсии, а сын очень хорошо зарабатывает. Они вызвали такси и поехали выручать ребенка. Позвонили в домофон. «Кто?» – раздался грустный голос ребенка. «Юля, это я, Костя. Заходите». Дверь в нужную квартиру уже была приоткрыта. Зашли в квартиру. Худенькая девочка в инвалидной коляске смотрела на них грустными глазами. «Вы найдете мою маму?» «Как твою маму зовут?» Сразу задал вопрос Константин. «Лида». «А фамилия?» «Петрова». «Подожди, Костя», остановила его мать и спросила у девочки. «Юля, ты кушать хочешь?» «Да, в холодильнике была котлета, но я ее вчера съела». «Так, Костя, беги в магазин, в который мы всегда ходим, купи то, что мы покупаем». «Понял», и выбежал из квартиры. Когда вернулся, мать успела что-то приготовить на кухне, сразу разобрала пакеты, накрыла на стол. Когда поели, Костя взялся за поиски мамы девочки, открыл городской сайт и стал просматривать происшествие за вчерашний день. Так, на улице Озерной водитель автомобиля «Жигули» допустил наезд на женщину. Пострадавшая доставлена в тяжелом состоянии в больницу. Достал телефон, стал звонить. После третьего звонка ответили. Да, вчера к нам доставлена пострадавшая с улицы Озерной. Состояние тяжелое, пока не приходила в себя. А как ее фамилия? Документов и сотового телефона при ней не было. Вы ее родственник? Ну, пока не знаю. Приезжайте по адресу. Адрес я знаю. Сейчас приеду. Отключил телефон и подошел к девочке. У тебя фотография мамы есть? Да. Она подъехала к тумбочке и достала альбом. Вот, мы с мамой недавно фотографировались. Какая у тебя мама красивая. Константин достал телефон и сделал снимок. Улыбнулся девочке. Пойду искать твою маму. Лидия открыла глаза. Белый потолок. Сознание потихоньку возвращалось. Перед глазами мелькнула летящая машина. Попробовала пошевелиться. Движение болью отдалось во всем теле. Подошла медсестра. Тихо спросила. Проснулась? И тут глаза Лиды расширились от ужаса. Сколько я здесь лежу? 2 суток. Там, в квартире, дочка одна. Лида, успокойся. Медсестра осторожно положила руку на грудь больной. Здесь молодой мужчина вчера приходил, оставил тебе свой телефон. Говорит, что твой машиной раздавила. Мне позвонить. Сейчас. Она задела пальцем по надписи «Дочь,
и приложила аппарат к уху больной, и оттуда раздалось: «Мама! Юленька, доченька, как ты?» «Все хорошо. Со мной бабушка Нина и дядя Костя приходит». «Какой дядя Костя?» «Больная, не волнуйтесь», – произнес зашедший врач. «Иначе отберу телефон. Давайте я вас осмотрю». «Доченька, я перезвоню», – крикнула Лида и выключила телефон. Доктор осмотрел, приказал что-то медсестре, та тут же поставила капельницу. Когда врач вышел, медсестра взяла телефон и положила себе в карман. «Можно я с дочерью еще минутку поговорю?» – тихо прошептала Лида. «Доктор запретил вам волноваться», но все же достала телефон и набрала номер. «Доченька». «Лида, меня зовут Нина Антоновна», – раздался незнакомый женский голос. «Выслушайте меня. Мой сын нашел ваш сломанный телефон, по сим-карте разыскал вашу дочь и вас. Я пенсионерка. Пока вы в больнице, побуду с вашей дочерью. Не волнуйтесь, передаю телефон Юле». «Мама, не расстраивайся и выздоравливай быстрее», – раздался голос дочери. «Доченька, слушайся бабушку», – схватилась Лида, как утопающая за соломинку. «Больная, выключайте телефон», – раздался голос медсестры. На следующий день Лиду перевели в общую палату, а вечером в часы приема заглянула медсестра. «Петрова, к тебе посетитель». Лида даже удивиться как следует не успела. Зашел парень, какой-то некрасивый, худой. «Здравствуйте, Лида, меня Костя зовут», – улыбнулся. «Вот пришел навестить тебя. Не обижаешься, что я сразу на «ты»?» «Нет». Он поставил на тумбочку большой пакет. «Здесь моя мама тебе собрала». «Костя, я даже не знаю, кто вы», – растерянно произнесла больная. «Я случайно нашел твой раздавленный телефон. Симка оказалась целой. Позвонил твоей дочери, затем разыскал тебя». «Как там моя Юленька?» «Сейчас». Он взял с тумбочки телефон, который сам оставил при первом посещении, немного поколдовал над ним. «Вот, пожалуйста». Лида глянула на дисплей и увидела свою дочь. «Мама!» – закричала та. «Тебе больно?» «Нет, доченька, уже не больно. Как ты?» «Ко мне баба Нина приходит». Больная долго разговаривала со своей дочерью. Константин терпеливо ждал. Поговорив, Лида опустила голову. «Я теперь ваш должник». «Ладно тебе, Лида», – улыбнулся. «И давай, переходи на «ты». «Спасибо тебе, Костя. Сейчас покажу, как пользоваться этим телефоном». Прошли 2 недели. Виновник той аварии принес Лиде отступные 200 тысяч прямо в больницу и привел адвоката. На следующий день ее выписали из больницы. Костя приехал за ней и привез домой. «Мама!» – радостно закричала дочь. Казалось, еще немного, и она выскочит из своей коляски. Лида присела рядом с ней, обняла дочь и заплакала от счастья. Затем подошла к пожилой женщине. «Нина Антоновна, большое вам спасибо». «Ладно тебе, Лида, Юля мне вроде внучки стала». «Нина Антоновна, мне виновник аварии отступные принес». Она достала из сумочки деньги. «Возьмите, мне больше нечем вас отблагодарить». «Убери, Лида», – строго произнесла пожилая женщина. «Мы с сыном точно не обеднеем, а тебе Юлю лечить надо. Костя уже договорился с какой-то клиникой». «Мама!» – радостно воскликнула дочка. «Дядя Костя сказал, что мы с тобой поедем в больницу, и мне сделают, чтобы ножки ходили». 2 недели пробыла Лида с дочерью в клинике. Поставили спицы. Через 3 месяца нужно обратно в клинику. Затем все это еще раз через год и еще раз через год. Через 3 года
После 3 операций и реабилитации обещали, что Юля будет ходить. А пока девочка так и передвигалась в коляске. К тому же спицы доставляли неудобства. Но, видно, судьба решила испытать на крепость этих 4 людей. У Нины Антоновны стало плохо с сердцем, и ее положили в больницу в тяжелом состоянии. 3 ночи провела Лида в больнице рядом с этой ставшей родной женщиной. Возвращалась домой лишь приготовить на всех обед и немного поспать. Ночами с Юлей оставался Константин. На 4-й день Нина Антоновна окончательно пришла в себя. Долго грустными глазами смотрела на сидящую рядом Лиду, затем тихо проговорила: «Доченька, видно, недолго мне осталось жить на белом свете. Выходи замуж за моего Костю. Он человек надежный. Вместе вы и Юлю на ноги поставите». «Нина Антоновна, разве он меня возьмет?» «Возьмет». На лице женщины мелькнула улыбка. «Обязательно возьмет». Прошло еще несколько лет. Пожилая женщина держала за руку девочку с ранцем за спиной и букетом цветов. Если бы не довольно высокий рост девочки, можно подумать, что в школу она идет в 1-й раз. А она и шла в школу 1-й раз, но уже в 4-й класс. Первые 3 года она обучалась дома дистанционно, окончила 3 класса на 4 и 5. И вот сейчас шла в школу на своих ногах. «Бабушка, мне страшно немного». «Что ты, Юля, тебе уже 10 лет. Вон, и твои мама с папой идут». «Доченька, ты что такая невеселая?» Подошла к ней Лида. «Боится в школу идти», — помотала головой Нина Антоновна. «Давай руку». Константин подал девочке свою ладонь. «Пошли». «Вот с тобой, папа, мне совсем не страшно», — улыбнулась Юля. И они, весело болтая, направились к школе, а следом шли мама и бабушка, такие же счастливые. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.